правильно, звука не было, потому что забыла включить микрофон. Спасибо за обратную связь. Сейчас как? Сейчас, по-моему, все включено. Ага, спасибо большое. Итак, у нас сегодня очень актуальная тема. Мы поговорим о новом продукте. Это, казалось бы, уже известный Rispiblis, но в сиропе. И состав у него другой. То есть я, готовя эту лекцию, вполне поняла, что Rispiblis в таблетках может быть дополнен Rispiblисом в сиропе при вот каких-то простудных заболеваниях, при бронхитах и так далее, потому что состав трав разный. Ну, давайте начнем с того, что все средства для укрепления дыхательной системы, они всегда нужны, были нужны и будут нужны. То есть это всегда актуально. Почему? Вот возьмем любую статистику. То есть если брать статистику заболеваемости там, по городам, по странам, по предприятиям, общее всегда одно. Половину, больше половины занимают заболевания дыхательной системы. И поскольку их обычно лечат антибиотиками и тем самым хронизируют, да, переводят в хроническую форму, из которой потом трудно выйти, то вот растительные противовоспалительные средства с антибактериальным, антипаразитарным, там, антигрибковым эффектом всегда были и будут актуальны. Это всегда важно. Что обычно назначается в общепринятой, да, в официальной медицине? В первую очередь назначается противомикробная терапия. Да? То есть алгоритм такой. Ищем инфекцию, находим инфекцию, да, убиваем инфекцию, орган восстанавливается. Но уже в 21 веке живем, да, и совершенно понятно, что такой алгоритм не только не помогает, а он вредит. Потому что здоровый организм от инфекции защищен. В здоровом организме здоровая иммунная система, которая должна распознать, где свой, где чужой, и своих пропустить, чужих обезвредить. И чем больше убивать инфекцию антибиотиками, тем сильнее она становится. По принципу «нас бьют, мы крепчаем». Да? То есть всегда мысль должна направлена быть на укрепление защитных сил. То есть правильный алгоритм – это восстанавливаем организм как систему, восстанавливаем все, что нарушено, укрепляем иммунитет, укрепляем орган, и он сам восстанавливается, сам справляется с инфекцией. И вот те средства, которые обычно рекомендуются, все есть в нашем одном сиропе. И вот нужно это понимать и уметь отвечать на возражения и рассказывать, почему наш сироп, почему он такой дорогой, потому что он заменяет практически все средства, которые используются в официальной медицине для коррекции, там, для лечения заболеваний дыхательной системы. А что аюрведа вообще говорит о простудах? Она говорит о том, что простуда – это как раз самое распространенное заболевание, которое вызывается различными вирусами, атакующими пониженный иммунитет. Да? То есть причина простудных заболеваний – это не вирусы, это пониженный иммунитет, который не может устоять перед атаками вируса. Ну и интересно, что в аюрведе простуды делятся на 3 типа в соответствии с дошами. Да? То есть вата-доша, ветер, то есть она обычно вообще проявляется сухостью. Да? Кожа сухая, человек такой какой-то сухой, да? Невротичный. И кашель сухой. Сухой, лающий, закладывает нос, может быть охриплость, бессонница. Это вата. Тип пита.
Появляется острая боль в горле, высокая температура, лихорадка, выделяется желтая слизь. Ну, огонь, да, все горит. И капха это встречается чаще всех остальных, такой тип простуды. То есть много мокроты, насморк и влажный кашель. Вот, опять же, преимущество продукции компании Bliss Ayurveda, да, которая для нас производит продукцию, состоит в том, что она уравновешена по всем дошам. И вот какой бы тип простуды у человека не был, Rispy Bliss поможет в любом случае. И при типе ваты, и при пите, и при капхе. То есть это просто рассказывать самой интересно, да? А так можно это даже не рассказывать, потому что у нас продукция вся сбалансирована по дошам. И это тоже такое очень большое преимущество. Итак, мы имеем сироп Rispy Bliss. То есть он сделан для того, чтобы укрепить дыхательную систему, очищать бронхи, легкие. И он помогает при любом виде кашля, будь то простудный кашель, будь то хроническое какое-то заболевание дыхательной системы, хроническая пневмония, бронхит, вот, будь то даже аллергия. И очень хорошо действует на горло местно, да, и снижает негативное воздействие курения на дыхательные пути. То есть курильщикам всем очень нужно, потому что курение дает, во-первых, токсическую большую нагрузку на легкие. То есть считается, что за год легкие фильтруют литровую банку смолы. Да? И, во-вторых, курение, оно дает сухость. То есть человек вдыхает горячий, сухой воздух, который вот просто как бы выжигает легкие, да. То есть легкие, они очищаются. Как очищаются? Вот внутри бронхов есть слизистые клетки, которые вырабатывают слизь. И есть реснички, которые эту слизь как по эскалатору вверх поднимают вот наверх, и дальше человек ее либо проглатывает незаметно для себя, либо откашливает, если ее много. И вот эти реснички, они как травка молодая. Когда человек курит, вот вдыхает вот этот сухой, горячий воздух, горячей травы, да, горячего табака с основами, с добавками, то у него вместо вот этой зеленой травы просто выжженная земля. Вот этот уже способ очищения не работает, организм отключает кашлевой рефлекс, поэтому курильщики много кашляют, надсадно, так страшно, у них выделяется тоже много слизи, и 5 лет прокурил, все автоматически ставится диагноз хронический бронхит курильщика. И смотрите, у нас уже есть Rispy Bliss в таблетках. Казалось бы, ну зачем еще сироп-то, да? Но есть преимущество у жидкой формы. Какое? В том, что пока вот человек его проглатывает, да, его же можно еще во рту подержать, то таким образом идет местное воздействие, да, вот как бы в горле укрепляется местный иммунитет и улучшается вот такое местное слизеобразование. А слизь, как мы знаем, это мощный фактор детоксикации, да, защиты. Это важное звено в борьбе с устойчивыми инфекциями вот этой рото-носоглотки, да, то есть верхних дыхательных путей. То есть там, когда у людей всегда есть хронический танзелит, да, миндальный воспаляется, хронический фарингит, ларингит, вот тоже очень хорошо. То есть действует не только хорошо на бронхи, легкие, но и на верхние дыхательные пути. И это преимущество и жидкой формы, и, конечно, грамотной вот такой формулы, то есть состава. Итак, давайте как раз по этому составу пройдемся. То есть состав богатый, да, и вот даже если взглянуть так быстро одним глазом, видно, что
есть и всем известные нам растения, то есть солодка, да, без которой не обходится ни один сироп от кашля. И соп мы знаем, употребляем. А вот адатода сосудистая, мирика восконосная, это растения непривычные для нашего слуха. Я первый раз с ними столкнулась, когда услышала вот как раз про сироп республис. И вот недавно я читала статью врача аюрведической медицины, который уже давно работает в Москве. И он говорил о том, что аюрведические травы, которые произрастают в Индии, на нашего российского человека, они действуют гораздо эффективнее и быстрее, чем на человека, который среди этих трав растет всю жизнь. То есть, видите, вот какой-то момент привыкания все равно наблюдается, а для наших людей эти же самые травы дают просто очень быстрый и хороший эффект. И это вот ответ на возражение, когда люди говорят нам со стороны, что нужно употреблять только те травы, среди которых мы растем. Вот это все неправда. Мы живем в сфере такой выраженной конкуренции, и нужно понимать, что это все маркетинговые ходы. Мы тоже когда-то, люди вот жили на Руси, они не знали, что такое картошка, помидоры, кукуруза, да, все было привезено, а сейчас эти те продукты, без которых мы себя не мыслим уже. То есть мы живем на одной планете, и все травы, которые есть на этой планете, они все нам хорошо подходят, ну, лечебно имеется в виду, не ядовитые, да. Итак, опять же, рецептура очень грамотная. Смотрите, основа – это виноград. То есть, во-первых, виноград делает сироп вкусным, поэтому его любят детки. Потом сейчас есть целая наука, она активно развивается, она называется амбиолография. То есть это целая наука, которая изучает виноград. Эта наука доказала, что полезные свойства, вот супер антиоксиданты, есть во всех частях винограда. То есть в кожице винограда, в мякоти винограда, в виноградной лозе и даже в виноградных косточках. И, конечно, вот в мякоти винограда, да, есть вот этот супер антиоксидант ресвератрол, который оказывает выраженный противовоспалительный, антиспазматический, да, антиастматические эффекты. То есть, опять же, когда в официальной медицине речь идет об антибиотиках, мы говорим, что альтернатива антибиотикам – это антиоксиданты и пробиотики. Да? Во-вторых, виноград – это источник энергии. То есть любая простуда, любое заболевание, вот такой любой типичный патологический процесс, и тело вынуждено перейти на питание быстрыми углеводами, чтобы быстро получить энергию. Да? Мы знаем, что виноград – это быстрый углевод. Когда речь идет о простудах, да, и о воспалительных заболеваниях, мы должны знать, что в это время в организме резко повышается потребность в энергии, то есть потребность в глюкозе, потребность в кислороде и в йоде тоже, потому что йод нужен для улучшения работы щитовидной железы, которая тоже нужна для выработки энергии. Поэтому любая простуда, что нужен? Молоко горячее с медом, да? Мед, чай с малиной и вот сироп на основе винограда тоже здорово. Виноград сам на 87% состоит из воды, и по содержанию питательных веществ сок это ягоды равен молоку. То есть вот кто не любит молоко, не может его пить, пожалуйста, виноград, да? Но самое главное, виноград очень полезен при острых воспалениях дыхательных путей. Да? То есть, если воспалены голосовые связки, это называется ларингит. Если воспалена вот эта вот дыхательная, как бы, задняя стенка глотки, да, это называется фарингит. Если дыхательная трубка, трахеид, если
бронхи, бронхит, да. Если воспалена плевра, это плеврит. Но обычно не бывает, чтобы был воспален только какой-то один участок. То есть только инфекция попала в дыхательную систему, она обычно сразу распространяется по всей дыхательной системе. И вот виноград, помимо того, что он еще улучшает образование слизи, отделение слизи в дыхательных путях и за счет этого откашливания. То есть вот очень часто, когда хронический какой-то воспалительный процесс, то слизь прямо вот налипает как бы на бронхах, и очень тяжело откашливать. Вот есть такое ощущение, что что-то мешает и хочется выкашлять, она не откашливается. И для этого вот в официальной медицине всегда применяются препараты, которые разжижают мокроту, которые облегчают ее откашливание, которые как бы вот способствуют отделению ее от стенок бронхов. Это, оказывается, делает виноград тоже. Поэтому вообще, например, когда детки маленькие заболевают, или вот только предзаболевают, ему очень полезно пить свежевыжатый виноградный сок. Да? Ну, конечно, если это не диабет, потому что в виноградном соке очень много глюкозы. В составе солодка на санскрите она называется яштиматху. То есть, опять же, ни один сироп в аптечной сети откашливающий, ну, не найдете ни одного без солодки. В каждом есть солодка. То есть солодка – это и аюрведическое растение, и широко используется и в наших широтах. То есть обладает и откашливающим действием, и способствует разжижению, удалению слизи. Да? То есть при любых заболеваниях дыхательной системы очень важно наладить эту эвакуацию слизи для того, чтобы улучшить дыхание. Поэтому откашливающие сборы всегда хорошо. И даже такой простой домашний способ, да, только вот ребенок заболевает, мама сразу делает горячее молоко, туда масло, мед и немножко соды. Да. Сода точно так же способствует вот ощелачиванию и откашливанию. И солодка, она тоже обладает свойством и ощелачивать, и откашливать. Кроме того, солодка, сладкая, да, маскирует неприятный вкус трав, способствует гармонизации их качеств, нейтрализуя жар, сухость, уменьшает токсичность. Солодка, она сатвическая. То есть есть пища раджастическая, да, как бы вот огонь, это вот специи, имбирь. Есть пища тамастическая, тамас, это немножко даже подгнившая, но, например, там в Китае любят яйца зарывать там в землю на какое-то время, чтобы они подгнили. Это считается деликатес, ну, любят люди. А сатвическая пища, она солнечная, она дарит радость, энергию, оптимизм, гармонию, то есть вот такая солодка. То есть помимо того, что она оздоравливает дыхательную систему, еще успокаивает ум и взращивает дух. И с научной точки зрения, конечно, доказано, что солодка обладает гормоноподобным действием. То есть при бронхиальной астме той же самой, да, назначаются гормоны в тяжелых случаях, гормоны надпочечников. Вот солодка обладает гормоноподобным, глюкокортикоидоподобным, кортизоноподобным действием. Плюс есть небольшое там эстрогеноподобное действие. И научно доказано, что она является иммуномодулятором. Вот имбирь как раз. В аюрведе считается, что при любых простудах и заболеваниях дыхательной системы вот великолепное сочетание – это солодки и имбиря. И, конечно же, наши разработчики, наши производители прекрасно знают аюрведу и знают все самые выигрышные сочетания. То есть, видите, опять же, каждый комплекс построен по принципу синергии, то есть действующие вещества усиливают, гармонизируют друг друга. То есть имбирь
Он избавляет от огромного количества болезней. В Индии его называют лекарство мира или великое лекарство. И, конечно, для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей, особенно зимой, когда холодно, или осенью поздней, когда сыро и холодно, да, то имбирем надо согреваться. И когда наш приезжал Нитин Агравал в Москву в декабре прошлого года, он от всей души дал такую рекомендацию. Он сказал: вы живете в холодной стране, пожалуйста, пейте горячее молоко, туда сантиметр толщиной корень порезать в это молоко, запарить прямо молоком, и чайную ложку куркумы. Или пить чай имбирный. Вот. И говорит, пейте каждый день. Чем больше вы это будете пить, тем более здоровее вы будете. Опять же, вот понимаете, в моей молодости мы не знали, что такое имбирь. И не было у нас китайской, японской кухни, да, не ели мы суши и роллы с имбирем. Сейчас время поменялось, и имбирь так прочно вошел в нашу жизнь, как будто мы все время среди него жили. То есть такое растение общемировое, да, лекарство мира. В какой стране бы ты ни жил мира, имбирь тебе будет хорошо. И вот я думаю, что про любые наши аюрведические комплексы можно сказать, что это лекарство мира. Видите, имбирь, он природный антибиотик, он мощный противовоспалительный, он согревает, облегчает кашель, снимает раздражение. И, конечно, при любых заболеваниях дыхательной системы он абсолютно показан. Следующее растение – Адатода васика, или Адатода сосудистая, или васака на санскрите. Уникальное вообще растение. Вот. Еще в аюрведическом трактате сказано, что отвар из васа, из харитаки и винограда, смешанный с медом и сахаром, лечит одышку и кашель, даже если они очень сильны. И вот опять же в наш Рис-Библис включен этот мощный компонент. То есть васака оказывает и отхаркивающее действие, снижает вязкость мокроты, усиливает мукоцеллярный транспорт. Это как раз то, о чем я рассказывала, что в бронхах есть слизь, слизь называется мукоза, да, мука. Реснички, они цилии, да, и мукоцеллярный транспорт – это как раз вот инфекция, которая попадает в дыхательные пути, должна прикрепиться к слизи, и потом реснички ее поднимают наверх и откашливаются. Да, если слизи слишком много выделяется, организму надо справиться с воспалением, а слизь – это мощный детоксикационный фактор, и тогда подключается кашлевой рефлекс. И помимо того, она увеличивает выработку сурфактанта, то есть это бесценное свойство. Мы все знаем, что дыхательное дерево, бронхиальное дерево, оно ветвится и на конце заканчивается альвеолками, маленькими воздушными пузырьками, через которые происходит транспорт кислорода в кровь. И вот эти вот воздушные пузырьки, они изнутри покрыты жирорастворимым, жирным вообще веществом, сурфактантом, который обеспечивает поверхностное натяжение и увеличивает проникновение кислорода в кровь через вот этот воздушный пузырек в 1000 раз вообще. Примерно, да? И огромное количество людей живут в гипоксии. И видите, нужно обязательно жир, да? И, то есть любые заболевания дыхательной системы лечатся жирами. То есть помните туберкулез, барсучий жир, там внутренний жир какой-то, норковый жир, барсучий, там медвежий жир, любой, да, и внутрь много сливочного масла, жирную сметану, там жирное молоко, так лечат туберкулез, наваристые борщи и так далее. То есть жир, из которого состоит сурфактант, и вот растение, которое увеличивает выработку сурфактанта, это очень важно.
Потом бронхорасширяющий и сразу противогистаминный, антиаллергический эффект. Обеспечивают алкалоиды, вазицин и вазицинон, которые связаны с действием теофилина. Да? То есть теофилин – это действующее вещество эуфилина. Эуфилин – это вот такой фармпрепарат, который очень широко применяется при бронхиальной астме, при обструктивных бронхитах, то есть при вот заболеваниях легких для того, чтобы снять бронхоспазм. Он снимает бронхоспазм, снимает зачастую астматический приступ и облегчает дыхание. Вот в растениях все есть. Видите? Растения есть вот аналоги содержат. То есть человеческая мысль как работала? Что изучили растения, нашли их действие, выделили действующее вещество, создали фармпрепарат. Да? Но смотрите, растение, оно действует комплексно. А фармпрепараты, этот же эуфилин, да, он действует только одно единственное действие, бронхорасширяющее. У него есть еще, правда, гипотензивное мочегонное, но растение датода сосудистая, она, видите, многогранная. Она сразу не только расширяет бронхи, но и откашливающие, и вот на сурфактант очень хорошо действует. То есть растение вот для дыхательной системы бесценное. И на сегодняшний день оно широко используется в аптечных сиропах от кашля. То есть взять тот же самый доктор Мом или вот другие сиропы, которые содержат аюрведические травы в аптечной сети. И вы знаете, вот наша компания, она очень законопослушная. И у нас в стране есть список растений, которые нельзя употреблять в составе биологически активных добавок. А наши аюрведические комплексы все зарегистрированы как биодобавки, хотя это не биодобавки. Просто закона нету, чтобы сертифицировать их как аюрведические травы. Да? И поэтому мы подпадаем под действие закона о БАДах. И вот наш производитель, когда он производит под нас какой-то аюрведический комплекс, он согласовывает все травы, которые есть в составе. И некоторые, к сожалению, использовать запрещено в нашей стране. Да? Хотя можно приехать в Индию, и там аюрведический врач это же растение тебе назначит. Да? То есть мы были в аюрведическом отеле и приходили на консультацию к аюрведическим врачам. И я чаще всех приходила, потому что что-то переводила, да, и там есть своя аптека со своими аюрведическими комплексами, и аюрведический врач всегда назначит все травы, которые считает нужным, и они очень хорошо помогают, да. Но мы законопослушные, вот так. Потому приходится использовать то, что есть, в Индию не наездишься, да. И вот опять же Нитин Агравал, когда приезжал, он спрашивал, он говорил, что когда вот согласовывали формулу Республиса, он всегда звонил нашему президенту и спрашивал, можно использовать или нет. И вот можно использовать адатоду Васику? Можно. Фух, слава богу, вот счастьечко-то привалило, да? То есть растение слишком хорошо для дыхательной системы. Вот Республис в таблетках, да, наш, он больше на основе девисила. Здесь вот эта адатода сосудистая, она просто бесценна. Единственное, есть такое вот противопоказание, да, что это растение тонизирует матку. И можно считать легким абортивным средством. И поэтому раз
это растение не рекомендуется при беременности, да, значит и весь сироп при беременности употреблять не нужно. Хотя вот кормящим матерям можно. Следующее интересное растение – это мирика восконосная. То есть английское название этого вида – candleberry, то есть свечная ягода. То есть вот этот вот воск растительный можно использовать для изготовления свечей. Мирика восконосная или восковница названа так из-за белого воскового налета на листьях, вызванного высоким содержанием в них растительного масла. То есть и за счет вот этих вот растительных масел, эфирных масел, растение очень приятно пахнет, обладает таким откашливающим действием и бронхолитическим это называется. То есть растения бронхолитики снимают бронхиальный спазм. И тоже антисептическое действие, то есть противоинфекционное, и фунгостатическую активность, противогрибковая. Да? И вот это очень важно. Почему? Смотрите, что чаще всего происходит. Чаще всего болеют простудными заболеваниями дети. Да? И если вспомнить там китайскую медицину, которая произошла из аюрведы, да, то в китайской медицине там нет диагнозов, так же, как и в аюрведе, и все заболевания вызваны нарушением конституции, там, слизь, желчь и так далее. Да? И вот дети, они живут на слизи, то есть у них доминирует конституция слизь. То есть слизь – это все слизистые оболочки, включая оболочки дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, да, и эндокринная система сюда же относится. То есть они на этой слизи растут. И как только детский организм зашлаковался, да, что значит зашлаковался? Отравился плохо переваренной едой. А дети, они же, понимаете, они рождаются с несостоятельной пищеварительной системой. То есть у них желчный пузырь малюсенький, желудочек там маленький, поджелудочная малюсенькая, да, и когда ребенок часто болеет, говорят, перерастет. Что значит перерастет? Перерастет, это значит, органы сформируются и начнут выполнять свою функцию в полном объеме. А пока не растут, пока не маленькие, вот эту пищеварительную систему надо все время поддерживать. А у детей часто дискинезия желчевыводящих путей. То есть только пищеварительная система не сработала, плюс ребенок объелся там быстрых углеводов, сладкое, еще что-то. Нарушилось пищеварение, снизился пищеварительный огонь, да, образовалось огромное количество слизи, слизь возмутилась, да, и началось простудное заболевание. Почему простудное? Да? Почему начались вот сопли, кашель? Да? Потому что нос – это второй кишечник. То есть организм, он сам себя очищает. Какие пути выведения токсинов из организма? Первый – это печень, второй – кишечная система. То есть, если печень, кишечник не справляются с выведением токсинов, то есть, если токсины не могут выйти вот так вот, да, естественным путем, слизь это лишнее, да, то они идут вот так. Дыхательная система подключается как запасная дверь для выхода вот этой слизи. И она начинает выходить с соплями и с кашлем. У нас в это время принято идти к педиатру или вызывать его на дом. Педиатр назначит антибиотики. Что делают антибиотики? Они что, уменьшат количество слизи? Они что, наладят пищеварение? Они что, укрепят иммунную систему? Нет. Они на время уменьшают воспалительный процесс. Потому что как только ослабела там иммунная система, тут же бактерии активизировались, да, и как только в кишечнике
уровень своей микрофлоры нарушился, уменьшился, патогенная микрофлора только превысила порог патогенности, начался воспалительный процесс. Да, антибиотики, они приглушат немножко вот эти бактерии, не убьют. Они сделают их сильнее, да? Они приспособятся к этому антибиотику, они мутируют, в следующий раз надо другой будет брать антибиотик и так далее. И на место своей микрофлоры, которая погибнет от антибиотиков, придут грибы. И все. Неделя-две прошло после приема антибиотиков. Новое воспаление, но оно уже грибковой природы. И чем больше давать антибиотиков, тем сильнее размножится грибковая микрофлора. Да? Сейчас доказано, если грибы доминируют в кишечнике, у человека аллергия, грибы доминируют в легких, у человека астма. Они очень легко переходят из кишечника в дыхательную систему. Очень легко. Потому что когда их много, да, они отрываются, идут в кровь и с током крови разносятся по всему организму. И вот дети болеют, острый бронхит, простуда переходит в бронхит, да, острый бронхит переходит в хронический бронхит, хронический в обструктивный, обструктивный бронхиальную астму. Все. Типичная ситуация. Да? И здесь, конечно, нужно обязательно восстанавливать микрофлору в кишечнике, улучшать пищеварение и давать растительные комплексы, вот такие очищающие. И то, что мирика обладает таким антигрибковым действием, это вообще шикарно. И кроме того, видите, два в одном, что она очень хорошо для желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение. Кстати, и солодка, и имбирь, и адатода, да, это растения, которые не действуют вот как-то вот в одну сторону, да. Они действуют многогранно, то есть один аюрведический комплекс может быть вполне самодостаточным, потому что действует не на какой-то один орган, а на организм в целом как систему. Да? Исоп. Исоп лекарственный неоднократно упоминается в Библии, то есть одна из древнейших пряных трав. Его применяют при простудах, залушенности носа. Он нормализует давление, да, это тоже очень важно, потому что, смотрите, вот сердце находится в грудной клетке рядом с легкими. И, конечно, во-первых, любая простуда повышает немножко сердцебиение, температура повышает сердцебиение, кашель, да, он тоже будет воздействовать на сердце. И поэтому просто при астме давление может повышаться. Ну, не всегда, но часто бывает такое. Поэтому вот нормализует давление и оказывает общее гармонизирующее действие на организм. Эффективен при катаральных заболеваниях. Катаральные – это поверхностные такие вот, да, поверхностные воспаления слизистых. То есть, например, катаральная ангина – это вот миндальные покраснели и воспалились, да. Если там фолликулярная, значит там фолликулы образовались. Лакунарная там самая тяжелая. Катаральная считается такая вот, ну как бы покрасневшая слизистая, да, гиперемия. То есть в этом месте всегда улучшается кровоток, то есть организм несет туда питательные вещества. Ну вот тоже растение, которое не применяется при эпилепсии и в период беременности. Понимаете, у нас, конечно, комплексы все сгармонизированы. Но вот я бы при беременности не рекомендовала сироп Респиблис. Индийский длинный перец. Ой, про него, как про имбирь, можно петь песни. И вот известный трактат Чарака Самхита описывает длинный перец пипали как сильный стимулятор для пищеварительной и дыхательной систем, которые, конечно же, связаны в организме.
прямо чрезвычайно эффективен для улучшения пищеварения, обмена веществ и усвоения полезных микроэлементов. То есть растение вот такое обладает свойством проводника и ключа. В аюрведе используется для омоложения и вывода токсинов из организма, то есть такая мощная детоксикация. Улучшает взаимодействие трех дож, да, гармонизирует. Успешно борется с простудой, кашлем, жаропонижающий и тонизирует мозговую деятельность. В составе специи кардамон, гвоздика, корица, они для вкуса, да, потому что рис пеблис, он очень вкусный сироп. И кардамон стимулирует дыхательную систему, усиливает легкие. Гвоздика противовирусная, антибактериальная, противогрибковая сразу, да. Корица тонизирует и успокаивает. И еще в составе мята. Мята, она охлаждающая, да, мягкое патагонное охлаждающее действие, противовирусное, антибактериальное, жаропонижающее, смягчающее, противовоспалительное, при ларингитах хорошо и снимает спазмы сосудов. То есть мята здесь и опять же для вкуса, и для гармонизации, и для всего. И плюс еще сахарный тростник. Он снимает раздражение дыхательных путей, смягчает дыхательные пути и улучшает, смягчает, да, патагонное, мочегонное, жаропонижающее, противовоспалительное, детоксикационное, то есть кровоочищающее, укрепляет иммунитет и обладает высокими питательными свойствами. И вот смотрите, и виноград, и сахарный тростник, и солодка, и мята, и специи, имбирь, перец. Вы знаете, вкус вот этого сиропа, он потрясающий вообще. Он вот воздействует сразу на рецепторы языка, информация идет в мозг. Такое ощущение, он тонизирует, он дает энергию, он побуждает, он охлаждает, он согревает, он потрясающий, вы знаете. Вот единственное, с чем я могла его сравнить, это мы были в Индии. И Нитин Агравал пригласил нашу группу на ужин, да, и мы были очень голодные после целого дня экскурсии, и он спросил, ну что, будете ждать часа два до ужина или что-то съедите? Мы говорим, что-то съедим. И он заказал для нас закуску такую небольшую. И вот это было что-то вот такое. В аюрведе же считается 6 вкусов, да? И вот эта закуска, она была такая же. Она была и сладкая, и горькая, и охлаждающая, и немножко с кислинкой, и немножко терпкая, и чуть-чуть соленая. И мы так друг на друга смотрели, и она была такая сытная, и думаю, что это за вкус? Мы в жизни не пробовали никогда такого вкуса. У нас вообще вот как бы не принято, да, у нас соленая так соленая, сладкая так сладкая, кислая так кислая, да. И потом я спросила, что это было, почему так много вкусов. И Нитин Агравал заулыбался и сказал, что это королевская закуска. Вот наш рис пеблис за счет вот этого вкуса, он просто королевский. И вы знаете, еще мы когда были на дне рождения компании, Ринат Султанович, как всегда, читал потрясающе просто такую академическую лекцию про аюрведу, про болезни жара и холода, да, и про то, как вот воздействие на вот эти болезни жара и холода идет через рецепторы языка. То есть вот это так интересно. И вот сироп из пеблис за счет того, что он жидкий, да,
и он контактирует с рецепторами, он сразу, информация идет в мозг, и мозг на это очень быстро реагирует. То есть жидкая форма, она всегда считается лекарственной. Можно, конечно, взять таблетку Риспиблиса, да, и тоже как бы держать ее, чтобы она контактировала. Я, когда первый раз попробовала, сказала: боже, фу, какая гадость, что вы мне дали, вообще дайте чем-нибудь запить. Вот, то есть, ну, несколько раз можно сделать, а потом как бы уже просто хочется ее проглотить, запить водой, понимая, что она все равно будет действовать, да. Риспиблис же, он очень вкусный. У него такой интересный вкус. Вот обязательно попробуйте, не дожидаясь простуды. Вот рекомендую, да. Кому рекомендовать еще? Ну, конечно, в качестве поддержки при любых заболеваниях дыхательной системы в любом возрасте. Имеется в виду, что детям тоже. Да? То есть он как раз и был сделан с учетом того, что дети не могут глотать таблетки, детям это сложно, вот, и поэтому детки с удовольствием пьют вкусный сироп. И вот, кстати, Мемохенс у нас в такой же упаковке сироп для улучшения памяти. Он тоже как бы рассчитан был для детей, чтобы они лучше учились. Поэтому, ну, взрослым тоже хорошо помогает. Поэтому вот скоро новый учебный год, и в конце уже августа, где-то середина августа, возьмите своим школьникам 2 сиропа Риспиблис и Мемохенс для вот подготовки к школе, да, и для адаптации. Риспиблис очень хорошо при заболеваниях горла, да, местно, при любом виде кашля, при астме, курильщикам. С теплой водой можно пить как травяной чай. Тоже очень вкусно, я пробовала. Для быстрой поддержки во время нагрузок на горло. То есть вот Риспиблис это прямо мой продукт, потому что часто читаю лекции, потому так дыхание перехватывает, от этого закашливаешься или вдруг начинаешь хрипеть. Поэтому вот просто нужна поддержка связкам. И точно так же нужно учителям. То есть у учителей это профессиональное заболевание, называется фонастения. То есть тена – это сила, астения – отсутствие силы, фон там, то есть отсутствие силы в голосовых связках. И у учителей Новый год, он начинается не в 1 января, он начинается с 1 сентября. И учителя, как правило, 2 раза в год теряют голос. То есть в начале года, когда появляется голосовая нагрузка, и в конце года, когда она прекращается, в конце учебного года. Поэтому учителям вот вообще обязательно. А также певцам при сухости в горле, которая вот с возрастом появляется, и при дефиците витамина А, да, тоже. И Риспиблис, видите, он у нас идет не только для дыхательной системы, но и для пищеварения. То есть травы в составе Риспиблиса, они все улучшают пищеварение. Видите, как в природе все грамотно. То есть подбираешь травы для дыхательной системы, они еще пищеварение улучшают. Ну, потому что заболевание дыхательной системы – это все равно следствие снижения вот этого пищеварительного огня. Поэтому в качестве вот чая можно пить до еды, после еды, для улучшения переваривания пищи. Применять легко и просто. Детям 5-10 мл 2-3 раза в день, да? Взрослым в 2-3 раза больше. Продолжительность средняя 2-4 недели, но можно принимать длительно. Да? Зависит от того, это острое заболевание или хроническое. И для профилактики простуд при хроническом танзелите особенно прием Риспиблиса лучше заранее, за месяц до начала сезона простуд. С осторожностью при обострении бронхиальной астмы, то есть при астме лучше всего вне обострения, да? Потому что обострение астмы лучше снять фармпрепаратами. Иначе тут можно и до статуса дойти, да? А вот
Вне обострения, конечно, по полной программе, я считаю, при астме можно использовать и Rispiblis в таблетках, и Rispiblis в сиропе, и Immunobliss. Успокаивающие немножко тоже, чтобы уменьшить бронхоспазмы, и Эублис с медью, да, ну вот, и смотреть, где там проблема в пищеварении. С чем сочетается Rispiblis? Он, как всегда, с Immunobliss, да, и дополнительно Giovanna Bliss, потому что Giovanna Bliss – это комплекс масел, да, и вот в составе масла черного тмина обладает выраженным противовоспалительным действием. И его действие усиливается льняным маслом, да, и опять же имбирь, там есть имбирное масло, чесночным маслом. То есть Giovanna Bliss, он тоже мощный противовоспалительный, антибактериальный, противогрибковый и так далее. Для профилактики очень хорошо соджа сампушти, потому что нужно восполнять дефициты. То есть мы говорили вначале о том, что аюрведа воспринимает простуды как следствие внедрения вирусов при слабой иммунной системе. Да? Иммунная система нуждается в питании, как любая другая. И, конечно, оджас-пушти – это вот такие мощные ресурсы. Либо, если кому-то не нравится оджас-пушти, вдруг такие люди есть, хотя даже не представляю, как может не нравиться, да, то тогда можно с энергоблиса. Если есть хроническая инфекция, там хронический танзилит, хронический фарингит, ларингит, там бронхит, плеврит, там пневмония хроническая, да, значит, с лимфокаром и с живаноблисом и не менее чем на полгода. Потому что хронические заболевания лечатся травами вообще 16-18 месяцев, да, никак не месяц, и не 2, не 3. Можно чередовать, можно менять какие-то комплексы, да, но принимать длительно. И, конечно, помнить о микрофлоре. Обязательно должен быть поздний пробиотический ужин. Если нужно для улучшения микрофлоры, можно курсами использовать Эублис с трифалаксом, да. Вот, можно ливоблис и так далее, да. И в заключение. Идеал для аюрведы – это человек здоровый на всех уровнях. Большое внимание в ней уделяется не столько борьбе с болезнями, сколько профилактике заболеваний, следовательно, сбалансированному здоровому образу жизни. Аюрведическая медицина 80% всех болезней объясняет неправильным пищеварением, да? И заболевания дыхательной системы тоже, как я вам рассказала. Поэтому в преддверии сезона простуд нужно особое внимание обратить на пищеварение и на адаптацию организма к холодному времени года. То есть на вот летом организм накапливает жар, и для того, чтобы переходить к холодному сезону, нужно немножко уменьшить этот жар и адаптироваться. Ну и, конечно, нужно подключать и дыхательную гимнастику, и йогу, и тренироваться, петь песни очень хорошо для того, чтобы тонизировать мускулатуру бронхов, да? Для того, чтобы вот легкие бронхи участвовали в этом пении. По 2 часа в день рекомендуется петь. Вот, с детьми очень хорошо петь, детские песни очень хорошо петь, особенно русские народные певучие песни хорошо петь. И тогда все будет хорошо, все будет замечательно. Спасибо вам большое за спасибо, да,